Думаю, что все, кто хоть немного знаком с серией Fallout, заметили огромный успех сериала. Поэтому неудивительно, что Bethesda решила отметить крупное обновление для Fallout 4, которого, к слову, не было уже довольно-таки давно. Думаю, что из новостей со всяких сайтов и телеграм-каналов вы наслышаны, что в этом обновлении добавили новую силовую броню, а именно силовую броню Анклав в дизайне из Fallout 3. В этом ролике я вам расскажу, как ее получить. Загрузив обновление и зайдя в игру, вы первым делом заметите, что у вас появилось 7 новых квестов. Нас интересует квест под названием «Поменишь черта». И первый его пункт — это осмотреть магазин Watts Electronics. Так что направляемся туда. И да, как вы видите, этот квест никаких новых локаций не добавляет, и большинство из них у меня уже открыты. Зайдя в магазин, мы первым же делом видим постер, к нему нам и надо. Главное не упасть в дыру перед дверью. Вроде как в этом магазине должно быть множество неактивированных роботов, но так как я их уже, судя по всему, когда-то зачистил, то у меня их нет. В общем, подходим к постеру. Под ним стоит тумбочка, на которой расположено радио, записка и аудиозапись. В ней человек по имени Конни жалуется на постоянные атаки рейдеров на его дом. И в то же время он отмечает, что его папа упоминал некого черного дьявола. В записи как раз и говорится про этого черного дьявола. В ней написано, что днем он подрабатывает уборщиком в полицейском участке, а ночью сотрудничает с правительством США и стоит на защиту города от коммунистов. В общем, судя по всему, это типичный патриотический персонаж, созданный в пропагандистских целях при довоенной Америке. Также здесь упоминается его любимая музыка. Естественно, это американские патриотические гимны, и в теории, если 3 из них проиграть, то черный дьявол придет на помощь. В том, чтобы запустить их в трансляцию по радио, и состоит наша задача в этой миссии. Поэтому мы должны двигаться на одну из местных релейных башен. Не знаю, правильно ли я произнес, но не суть. И добравшись до нее, мы тут же замечаем новых старых противников – останки Анклава. Разумеется, это останки того самого Анклава, который по канону в Fallout 3 уничтожил одинокий странник. Само собой, они настроены к нам враждебно, поэтому мы от них избавляемся. К слову, новые экипировки для них почему-то не добавили. Рядом с терминалом этой вышки видим труп человека по имени Ричи. У него мы находим голозапись каталога музыки и его записку. Из нее мы узнаем, что он помогал Конни призвать черного дьявола. Однако останки Анклава схватили Конни в плен, пока Ричи был занят своими делами. И из их разговора он узнал, что они отвели Конни в один из старых полицейских участков. Мы же при помощи терминала выдвигаем ретрансляторы на вышке. А при помощи найденной на трупе Ричи голозаписи, ну или тут скорее жесткого диска, загружаем пару треков для черного дьявола в терминал и начинаем их транслировать. Далее наш путь лежит в региональный офис Бытаноколо. Мог опять произнести неправильно, но вы видели это страшное слово. Сама же локация совсем не страшная, и вы уже могли побывать в ней в ходе личного квеста Ника Валентайна. Я же здесь еще не был, поэтому мне пришлось повозиться с рейдерами. В одной из комнат можно найти протекторона и тут же расстреливаем. Нам же ведь нужны его ресурсы. Вообще он в теории должен помогать нам с рейдерами, но мой персонаж 40 уровня таких проблем не видит. Внутри здания на столе одного мусорщика находим нужный нам труп. Рядом с ним лежит еще один картридж с музыкой. Для работы с голозаписью нам необходимо ее взломать. Если у вас есть навык хакера 3 уровня и выше, то это делается буквально в одну кнопку. В голозаписи нас интересует 4 файла. Это расшифровки разговора между Конни и пытавшими его солдатами Анклава. Конни признался солдатам, что они пытались вызвать черного дьявола, чтобы он помог им защищать их фермы от рейдеров. На что те им отвечают, что он вовсе не герой, а лишь вор, который украл силовую броню из Анклава. Конни им не верит и рассказывать, где это черный дьявол, не хочет. Однако в ходе пыток солдатам все-таки удается узнать, где находится силовая броня. Она действительно находится в одном из полицейских участков, и солдаты Анклава направляются туда. Измученного Конни они оставили на растерзание рейдерам. И да, тот труп был как раз таки его. Однако нам сейчас необходимо добраться до следующей релейной вышки. На ней находится небольшое семейство кротокрысов, из чего можем сделать вывод, что солдаты Анклава тут не побывали. В любом случае расправляемся с грызунами и запускаем последний трек в трансляцию. Зацените, кстати, какая мне шмотка из крысичьей выпала. Теперь мы наконец можем отправляться в нужный полицейский участок. Хотя это не совсем полицейский участок, а центр снабжения бостонской полиции.
Дойдя до него, вы можете обнаружить, что единственная дверь внутрь заблокирована. А чтобы попасть в здание, нам необходимо попрыгать по ящикам и крышам. И это первый на моей памяти пример паркуринга в Fallout 4. Внутри все так же находится несколько кротокрысов и протектрон. Я думаю, вы и так знаете, что с ним делать. Спускаемся в подвал. Точнее, это не подвал, а тоннель. В нем мы находим несколько тараканов, а также ядерный блок. Ну и разумеется, нужную нам силовую броню. Чтобы получить к ним доступ, нам необходимо включить радио. Оно ловит ранее запущенную нами музыку и откроет дверь. Собственно, ради этого мы и бегали по всем этим вышкам. Квест выполнен, однако это еще не все. За силовой броней находится терминал, в котором черный дьявол оставил нам сообщение. Так мы узнаем, что ранее он был солдатом Энклава. Однако со временем ему перестала нравиться деятельность этой организации. И вскоре после уничтожения Эдема, резидента этого самого Энклава, в ходе концовки Fallout 3, он под шумок взял силовую броню и сбежал. Придя в Содружество, он узнал о выдуманном еще до войны герое Черном Дьяволе. Образ героя он посчитал слишком олиповатым, однако задумка ему понравилась. И, надев свою силовую броню, он начал помогать людям. Однако со временем это занятие тоже ему надоело, и он решил оставить эту броню в этом подвале. Его скелет, к слову, можно найти недалеко от двери с радио. Так вот, в своем предсмертном сообщении он рассказывает, что ему удалось запустить сеть рабоглазов, которые были у Энклава, а также соответствующую радиостанцию, крутившую те самые американские гимны. Он нас просит, чтобы мы эту радиостанцию отключили, так как музыка на ней ему окончательно осточертела, да и напоминает о не самых лучших временах. Здесь перед нами стоит выбор. Один из немногих для этой игры. Мы можем навсегда отключить радиостанцию Энклава и открыть тот самый сейф, в котором будет лежать эксклюзивная модификация для найденной нами брони. Или же мы можем отказаться от награды и запустить радио Энклава. Все равно этот черный дьявол уже давно умер. И эта радиостанция является точной копией той самой радиостанции Энклава из Fallout 3. Разве что без перерывов на речи Джона Генри Эдема. Почему, объяснять, думаю, не надо. В любом случае, после принятия решения на нас бегут останки Энклава, которые искали эту броню. Нам же остается только напялить нашу находку и расправиться с ними. Теперь уже окончательно все. Нам же остается только раздобыть плазменную винтовку, отправиться в радиоактивную локацию темно-зеленым фильтром и с возвращением в 2008. Ну и напоследок о самой броне. В игре она называется X02 и стилистически, как я уже сказал, полностью повторяет силовую броню Энклава из Fallout 3. Однако фанаты старых Fallout'ов помнят, что в Fallout 2 тоже была силовая броня Энклава, и там она выглядела несколько иначе. Причем эта самая броня в Fallout 4 тоже есть, и называется она X01. Так как обе эти брони встречаются внутри каноничного Fallout 4, мы можем сделать вывод, что та самая броня из Fallout 3 была именно что самостоятельной броней, а не редизайном старой. То есть этот квест канонизирует оба дизайна силовой брони. И это на самом деле любопытно, ведь этот квест даже не разработала сама Bethesda. Да-да, вы не ослышались. Модификация на силовую броню X02 2016 года лежала в Creation Club, как и квест для нее. А Bethesda просто взяла этот мод и вставила его в саму игру, вместе с этим обновлением. Иными словами, они канонизировали мод, что звучит и выглядит несколько странно. Однако сегодня у меня нету цели как-то сильно затрагивать лор и каноны и вселенной Fallout. И мне остается лишь поблагодарить вас за просмотр этого ролика. Вы же можете написать в комментариях, как вы относитесь к тому, что большая игровая компания добавляет контент из модов в свою платную игру. Ну а также, что вы думаете о дизайне этой брони в целом. Итак, к слову, по характеристикам она лучше, чем силовая броня X01, но это и так понятно. Вы же были на канале PD, и я не умею прощаться.